Моя знакомая задала мне вопрос, что поможет от отеков. Можно ли использовать гепариновую мазь от отеков век? Давайте разберемся с позиции биохимических процессов. Сразу же хочу уточнить, что ни один филлер не поможет вам, если проблема отечности вызвана проблемами внутри организма, какой-то болезнью, в том числе щитовидной железы. В дисбалансе она автоматически несет за собой отечность слизистой. Соответственно, в области век тоже. Здесь эффективно может снять отечность расслабляющий массаж, лимфодренажный массаж. Не путать с фейс-фитнесом. Спазмируя мышцы фейс-фитнесом, вы еще больше усиливаете отечность тканей. За счет спазма не отходит жидкость. Лимфоотток замедляется. Поэтому именно массаж поможет. Там идет расслабление триггерных точек, снятие спазма мышц. То есть таким образом мы физически стимулируем лимфоотток. Также этому способствует ходьба, когда мы пальпирующими такими пульсирующими движениями перекатываемся с пятки на носок. Вот такая активная спортивная ходьба. Это все стимулирует нашу лимфосистему. А вкупе с массажем плюс внешне грамотно подобранный уход за кожей лица с оттокоактивными компонентами, лимфолитиками, лимфотониками. Но по компонентам это уже отдельная система. Так, я перечисляю, чтобы общая картина была ясна, потому что это не тема нашего сегодняшнего видео. Но если вам будет интересно, дайте мне знать в комментариях, мы об этом с вами тоже поговорим. Первое, на что нам важно и нужно обратить внимание при появлении отечности век, это причина. Какова причина? Как только мы ее осознаем, мы сразу будем понимать, какие у нас методы работы, что будет полезно для решения этой задачи. Так как да, в принципе, мы можем делать массаж лица и создавать для себя эстетически видимый результат там, с утра до вечера, но по большому счету основную задачу и проблему мы не решаем. И первое, что мы делаем, это смотрим, есть ли застой лимфы, сколько мы двигаемся с учетом шагов в течение дня. Это сейчас очень легко отследить с помощью своих гаджетов. Делаем ли мы зарядку, в том числе для стоп, да, разминаем мы, потому что, как я уже говорила, перекат со стопы на носочек – это важный такой пульсатор, как бы механизм и насос активации лимфатической системы. Также застой лимфы можно определить по симптомам. Прыщи на попе, не спадающая в течение дня отечность, не только по лицу, но и по телу. Да, когда вы какие-то снимаете носочки, допустим, а у вас от резинки осталось такой след красный, да, или вот как бугорочек такой, да, когда нижнее белье снимаете, тоже это все видите. Также симптомом является неприятный запах пота. Это как следствие нарушения работы печени и лимфы. Воспаленные аденоиды, гланды, лимфоузлы – это все свидетельствует о застое лимфы. Второе, на что мы обращаем внимание, это работа щитовидной железы. Нам важно исключить гипотиреоз. Так как я уже выше говорила, он дает отечность слизистых. Третье, важно понять, насколько хорошо работают почки и печень. Она вслед за печенью фильтрует наши токсины, которые несет в себе лимфа. Да, она же у нас вот таким образом, если застаивается, то где-то наверху, и что получается? Все эти отработанные токсины, они не выходят с мочой, потом и выделительными нашими процессами. Они остаются, идут по второму кругу. То есть если печень не фильтрует, фазы детоксикации печени не были пройдены, особенно первая, и, соответственно, все это возвращается обратно в лимфу, она это снова все катает. Так как все это там остается и не выводится, то головные боли, мигрени – это все также признаки застоя лимфы. Как нам проверить, как у нас там все работает, как печень работает, что вообще, что делать? Нам будет важен показатель биохимического анализа крови. Мы там смотрим триглицериды высокой плотности. Если они повышены, это окислительный холестерин, то есть уровень глюкозы и холестерина, если выше, то у нас избыток глюкозы, соответственно. И что мы здесь имеем? Как следствие, хрупкие сосуды,
предрасположенность к инсулинорезистентности, и далее это диабет. Дальше мы смотрим билирубин 10-12, это завышенные показатели, говорят нам о том, что есть проблемы с желчным пузырем из-за проблемы работы печени. Вы понимаете, как все здесь взаимосвязано? Непрямой билирубин завышен, то он накапливается в печени. Да? Этот непрямой билирубин, он токсичен. В общем, я вам так вкратце объяснила, чтобы вы картину общую понимали, так как это не тема нашего разговора, но мне хотелось поделиться с вами этой информацией. В следующий момент нам важно понять, сколько в нашем рационе грамм белка работает наш кишечник, потому что от него зависит усвоение белка. А если он плохо усваивается и в кишечнике повышенная патогенная флора, то, соответственно, аминокислоты, наш строительный материал, он не приходит. И кишечник не вырабатывает и не усваивает этот, и не из чего строить. Понимаете момент какой? Также мы должны проанализировать, сколько грамм у нас быстрых углеводов в рационе. Что это имеется в виду? 30 выше, если 30 хорошо, если выше, то снижаем количество быстрых углеводов в нашем рационе. И еще я хотела вам, знаете, такой момент сказать, что когда вы пробуете или желаете использовать какую-то мазь или крем для себя, обратите внимание на то, на инструкцию, предназначена ли она для использования для лица и в том числе для области век. Прочитайте предназначение, куда ее применять. Там, по типу мазь от ушибов, регенерирующая от отеков. Также мы должны понять, принимает ли человек статины, используют ли какие-то гормональные препараты, потому что это токсическая нагрузка на печень идет. Это тоже мы должны учитывать, принимались ли какие-то таблетки, препараты, если человек болел. Поэтому обязательно пройдитесь по этим пунктам. Найдите эту причинно-следственную связь. И работая именно с тем, что у нас действительно в причине, вы получите действительно видный и длительный результат. С пониманием того, что мы делаем, как мы работаем, какие инструменты применяем. И если вы захотите, чтобы какую-то тему я подробнее раскрыла, то дайте мне знать об этом обязательно в комментариях. Я буду очень рада с вами пообщаться. Спасибо вам большое, что провели это время со мной в таких переменчиво солнечных условиях. Я надеюсь, что вам было со мной интересно, приятно, полезно. Если да, поддержите меня пальчиком вверх, а эта птичка спела для вас. До скорого!